Некоторое время назад в окрестностях горы Хара-Хора, что расположена в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, командой объединения «Космопоиск» был обнаружен вход в отвесную пещеру, стены которой, предположительно, могут быть рукотворного происхождения. Специалисты «Космопоиска» озвучили гипотезу о том, что эта пещера является вентиляционной шахтой, ведущей в древний подземный город. То есть швы между этими блоками частично сохранились в первозданном виде. Большинство швов, камни лежат друг на друге, так же, как и во многих других древних сооружениях, только за счет силы гравитации, но тем не менее есть швы, между которыми мы видим очень четко присутствие цемента, то есть камень ложился на камень. То есть есть и такой способ кладки. Значит, и судя, так сказать, по обработанности или судя по прямолинейности этих камней, естественно, можно говорить о том, что частично они были обработаны. Источником информации об этой пещере стал местный житель и независимый исследователь Артур Жемухов, трагически погибший летом 2015 года при загадочных обстоятельствах. Сами по себе подземные города не такая уж редкость. Широко известны крупные подземные поселения в Каппадокии, на территории нынешней Турции. Одной из достопримечательностей Крыма являются города-крепости, вырубленные в скале – Эски-Кермен и Тепе-Кермен. А знаменитые одесские катакомбы можно назвать скорее не подземным городом, а целой подземной страной, изучение которой до сих пор не ведется ввиду огромных размеров каменных лабиринтов и высокой опасности для исследователей. Так что удивительным является не предположение о наличии в горах Северного Кавказа подземных городов, а то, что такие города до сих пор не обнаружены. Заинтересовавшись этими сведениями, участники клуба путешественников «Достояние планеты» решили отправиться в разведывательную экспедицию на Северный Кавказ, чтобы самостоятельно изучить пещеру у горы Хара-Хора и проверить, действительно ли она имеет следы искусственного происхождения. На коняка смотреть берем. Мы стоим у входа в шахту-пещеру, как она называется сейчас в интернете и у всех тех, кто ее исследовал. Она найдена в 2011 году Артуром Жемуховым, местным жителем. Он искал подземный город, Асгард, как он считал. И вот, когда, значит, Артур подошел к этому месту, он остановился, он сам рассказывал, потому что буквально через несколько, в течение месяца он уже позвонил мне, я приехал сюда, и мы стали вместе пытаться понять, что и как с этой шахтой пещеры. Сейчас рассматривается версия, что люди или те, кто жил тогда в это время, приспособили ее для каких-то своих нужд. Нам сложно сказать, для каких. Одна из версий, которой придерживается исследователь Чернобров, они проводили здесь трижды экспедиции, состоит в том, что это воздуховод. Если воздуховод, тогда предположение Артура, что внизу находится подземный город, имеет полное основание. Почему мы говорим о подземном городе? Дело в том, что мы находимся в Баксанском ущелье. Рядом, параллельно ему, идет Тызыльское ущелье. Балкарцы, местные жители, рассказывают как о чем-то само собой разумеющемся, что еще в конце 19 века, когда в Тызыльском ущелье это солнечное ущелье, там не случайно находится поселок Солнечный, и солнечных дней там почти 300 в году. Так вот, удивительно, рядом Баксанское ущелье, в нем будет пасмурно, в нем будет идти снег, а в солнечном будет солнечно. Из-за того, что в Тызыльском ущелье солнечные дни, очень много травы. Траву заготавливали там, а доставлять ее зимой совершенно невозможно. Так вот, нам рассказывали, причем это неоднократно, многие жители, что траву возили на маленьких арбах, запряженных не лошадьми, а ишаками, потому что были низко, сена было немного, но возили по туннелям. Эти туннели связывали Тызыльское ущелье и Баксанское. Что отличало эти туннели? Местные жители рассказывают, что эти туннели были не горные, их как будто кто-то вырезал в скале. Вот пастух, к сожалению, он года 2-3 назад умер, когда я не поверил ему и стал убеждать его, что это просто действительно именно
природные туннели. Он буквально вспылил, он стал нервничать, он говорит, ты не видел, ты не видел. Во время Великой Отечественной войны район Приэльбрусья, к которому относится Баксанское ущелье, привлек повышенное внимание одной из самых загадочных структур Третьего Рейха – организации Анненербе, занимавшейся изучением исторического наследия. Горе Эльбрус, как самой высокой точке Европы, они придавали сакральное значение. По мнению Артура Жемухова, немцы искали здесь вход в мистический Асгард, город богов древнегерманской мифологии, построенный на небесах. В данном случае небеса вполне могут оказаться метафорой высокогорных районов. Если рассматривать тот момент, что его искали гитлеровцы, а это на самом деле было так, потому что у нас есть документы, документально подтвержденные сведения о том, что в 1942 году в селении Заюково находилось несколько машин из дивизии «Волчья пасть», сохранились фотографии, они переведены в нашей книге, которые целенаправленно каждое утро выезжали в Верховье, именно сюда. Причем местные жительницы, которая сейчас жива, с ней можно поговорить, они говорили: мать, мы едем на работу. Машина была закрытая, в ней находилась геодезическая машина, 3 машины было, геодезическое оборудование. Куда они уезжали, ничего это неизвестно, но они что-то искали. Другой вопрос, эту шахту или нет, это уже надо выяснять. Предания и сказания кабардинцев много говорят о том, что существуют какие-то города с сокровищами, подземные города с сокровищами, какие-то ходы, библиотеки, которые все там пытаются найти. Судя по аналогичным описаниям в других местах, да, вот, например, в Гималаях, на перешейке между Северной и Южной Америкой, тоже там сотни километров подземных ходов. Потом и, скорее всего, и здесь, по аналогии, должно быть, допустим, здесь где-то может быть вход, потом подземный ход до Эльбруса и по Чегемскому ущелью дальше, возможно, может быть, в сторону Казбека. Все местные жители убеждены, что тут есть сокровища какие-то, спрятанные в горах, в Харахоре и в округе, да? Ну, по крайней мере, так моей бабушке передавали, бабушка мне сказала. Бабушки врать не будут. Еще в 1767 году по хроникам Екатерины был такой случай. Чегемские пастухи пасли овец в горах, и один из них провалился в яму. Яма оказалась похоронным, то есть каменным каким-то сооружением с дверьми, куда тот вошел, увидел там большую казну, золото, серебро и 2 мумии, старца и девушки. Этот пастух, вернувшись домой, рассказал своим друзьям, и те решили взять свои драгоценности. Когда они пришли снова в этот склеп, им почудились, что мумия сказала не трогать золото. Но они взяли свое, вернулись домой, и в течение 2 месяцев эти все люди погибли по неизвестной причине. Также погибли их ближайшие родственники. За все время умерло 20 человек. Этот случай был запечатлен в хрониках и значился под грифом «совершенно секретно». Егеря, которые работали в советское время на территории Кабардино-Балкарии, очень много передвигались по горам вдоль Эльбруса. И они очень много рассказывали про то, что на этой территории существует много и пещер, и много каких-то рукотворных лестниц, оставшихся с неизвестных времен. Трудно сказать, то ли сверхъестественные силы охраняют тайны этих мест от въедливых поисковиков, а то ли вполне земные сторожа, знающие или догадывающиеся о том, что можно здесь найти, уничтожают всех, кто смог хоть немного приблизиться к истине. Ясно одно – исследователи и свидетели погибают один за другим. Трагически погиб при невыясненных обстоятельствах и Артур Жемухов. Когда Артур
как он мне позвонил и сказал, нашел что-то, то, что потрясет весь мир, но я уже как бы немножко сомневался, все-таки 4 года мы бились здесь, потратили великую уйму денег, каждый спуск это потеря веревки, это что-то, очень все это дорого, нам никто не помог, я уже как бы немножко относился к этому скептически. И вот Артур 1 июня прошлого года позвонил, сказал, ты будешь потрясен, мы нашли то, что искали. Я спрашиваю, что, он не ответил. Это было часов 7. Затем произошла трагическая история, мы буквально по часам ее восстановили. Артур в начале первого следующего дня был сбит машиной на шоссе, совершенно не в этом месте, совершенно далеко от этого места, правда, на одной из реперных точек, о чем мы связываем, и трагически погиб. Он унес тайну своего открытия, если открытие с собой. Легенды и мифы Северного Кавказа, на взгляд опытного исследователя, содержат целый склад информации из области альтернативной истории или паранормальных явлений. Взять хотя бы древний эпос о богатырях-нартах, от которых многие кавказские народы выводят свое происхождение. В легендах нарты часто встречаются и даже воюют с великанами-уаигами и уадмерами, которые были, цитата, «ростом не меньше башни». Официальная наука считает гигантов вымыслом, плодом народной фантазии. Однако мы хорошо знаем, что существуют различные гипотезы, согласно которым на Земле некогда действительно жили люди очень большого роста – 3, 5 и более метров, и что их скелеты действительно время от времени обнаруживают в разных уголках планеты. Этот вид человека вымер по историческим меркам совсем недавно, в начале новой эры. И память о нем до недавнего времени была еще свежа. В русском языке есть даже специальные слова для их обозначения – великаны и исполины. А в более поздние времена, обнаружив скелеты людей огромного роста, о них говорили «старые люди». Другим примером народных мифов, за которыми может стоять вполне конкретная реальность, следует считать рассказы местных жителей о загадочных алмасты, кавказском варианте снежного человека. Именно в горах Кавказа до середины 20 века жили дети пойманной и прирученной самки алмасты по имени Зана. Тут никого не удивишь рассказами о виденном в лесу странном человекообразном существе, похожем не то на медведя, не то на человека. Живущие в этих местах слышат подобные истории с раннего детства. Навидался. Каждый вечер навидался. Один старик взял, чтобы отогнать это непрошенного. Взял и объил черпаком этого бедолагу. Как это называли вы? Алмасты. Алмасты. Снежный Алмасты. человек. Ну, там называют их снежным человеком. А у вас алмасты? У нас алмасты, да, алмасты. Но они как? Добрые были, злые, нападали на людей, на скот? Нет, они не злые, не добрые были. Сами по себе. Были случаи, когда они что-нибудь при агрессии? Ну, видно, были, если их провоцировали. А так, чтобы они специально этим занимались, такого не было. Они такие мирные, как То есть, лошади. если в угол загонишь, они отвечают. Ну да, если приставать к ним начнешь, то они, естественно, защищают. И где они тут бродили? Выходили из леса на ночь, ночью. В село приходили и уходили. Видно, это были уже беспризорные. Этот снежный человек весьма добродушен, не проявляет никакой агрессии. И зафиксирован факт сожительства этого снежного человека с обычными людьми. В 60-е, 70-е, 50-е годы очень часто местные жители встречали снежного человека. Я работал егерем, инспектором по охране диких животных, много лет работал. И, что там, как я, какие интересные там моменты у меня были. Один человек рассказывал мне, что видел снежного человека след снежного человека примерно 70 сантиметров его след, он говорил. А я как заинтересовался, я говорю, у тебя белой горячки не было случайно, или там показалось, адрен. Он говорит, если мне показалось, говорит, мой друг, который со мной был, ему тоже показалось. Хорошо, я не придал значения. Потом проходит год, 2, 3, и где он этот след, направление этого следа видел, где это мой участок раньше был, а я с прошлого года уволился. Там мои собаки были очень агрессивные охотники на медведя, на все, ни за что на свете не отступали.
И вдруг по лесу иду около какой-то скалы, серьезной скалы, наверное, 100 лет, 1, 2, 3 раза туда человек заходит. Я видел какую-то черную тень, и сразу собаки побежали и начали лаять на него. Доли секунды собаки 2-3 раза только гав они произнесли, и обратно ко мне подбежали, хвост поджали, а та тень прыгнула в скалу. Это я видел, это со мной, который был, тоже видел. Я думал с первого раза, что это медведь. Потом проходит время, и думаю потихоньку, почему собаки перестали лаять, почему они побоялись вот так. Но это один момент. Но так как в те времена ни у кого не было фотоаппаратов из местных, поэтому особенно никто это не запечатлел. Эти снежные люди или алмасты выходили из лесов, с гор и подходили к селениям. Возможно, их привлекал запах еды, возможно, шум, возможно, огонь. Снежные люди никогда не проявляли агрессию к человеку. Представляют интерес и найденные на Кавказе вытянутые черепа. Один из них представлен в музее города Нальчик, столицы Кабардино-Балкарии. Как известно, официальная наука считает удлиненные черепа результатом искусственной деформации головы, сделанной в угоду каким-то религиозным представлениям. И действительно, в культурах некоторых народов Земли сохранилась древняя традиция сдавливать головы малышей так, чтобы они росли вытянутыми. Но пытливые исследователи задают справедливый вопрос. Кому подражали древние люди, вытягивая свои головы? Почему неестественно продолговатый череп считался настолько важным качеством, что ради него стоило калечить малышей? Нельзя исключать, что когда-то давно вытянутые черепа были природным свойством особого рода людей, занимавших в обществе очень высокое положение. Археологи не охотники за черепами, но уж очень заманчиво было заглянуть в тайны скифо-сарматского могильника в Баксанском ущелье. Экспедиция Государственного исторического музея подтвердила теорию. 2000 лет назад у подножия Эльбруса жили длинноголовые. Одной из интереснейших находок было погребение молодой девочки с вытянутым, с деформированным черепом. В пользу этой гипотезы свидетельствуют изображения богов и царей на стенах древних сооружений. Позднее длинноголовость, как признак аристократизма, у многих народов Земли была преобразована в ношение длинных головных уборов. Это и наголовники египетских фараонов, и клобуки христианских иерархов, и хрестоматийные боярские шапки. К этому же ряду следует отнести некоторые кавказские женские и мужские головные уборы. В частности, знаменитые папахи из бараньих шкур высотой до 25-30 сантиметров. Одним словом, Северный Кавказ представляет собой огромное поле для работы независимых исследователей. Ощутимым подспорьем для нас является особенность народной традиции этих краев, по которой к рассказам стариков относятся с особым вниманием. А сами старики живут обычно долго, поэтому и хранятся здесь семейные предания дольше, чем во многих других местах. Для того, чтобы исследовать пещеру Жемухова изнутри, участникам экспедиции пришлось пройти курс спелеологической подготовки. Кроме того, в состав группы были включены профессиональные спелеологи. Мы продолжаем исследовать Харахору. Начинаем спуск. До встречи наверху. Напряжение нарастает. Удастся ли нам обнаружить следы рукотворного происхождения шахты? Спускайся на полку, вставай, ногами тяни. А там дальше еще уходит по наклонке. Ну, по наклонке, да, там как раз и оттуда и тяг. А, вот вижу этот камень. Так он практически... До него допрыгнуть можно, да? В смысле? До этого распорного камня. Ну я через него свешивался, у меня сейчас веревка неправильно висит, ты будешь ремонтировать. А, вот висящая колонна типа. Вот она. Ну, проход делали. Вот этот огромный завал, может быть, он и есть.
все более-менее стационарно. Да. Копали они здесь, я тебе говорю, как профессионал. Тут камни разного скола. Вот. Если обратишь внимание на черную дрянь, которая пахнет. Да. Вот прям, слышишь запах вот этот такой? Да. Это вот от нее она идет. Ну, азотистое удобрение. Ну вот это меандр как раз. Вот это вот четкий меандр вообще. Вся пещера остается меандр. Ну вот они копали, вот эти камни, которые они вынимали, видишь, вот. Ну вот они прям сколько. Да. Вот, здесь они поработали немножко. До них дошла уникальная мысль, что копать ниже, надо либо камень этот взрывать большой, либо вот туда уходить. Начали уходить под завал, подумали, что их сейчас завалит нахуй, и ушли. А вот, кстати, в месте, где ты спускался, они спускались с веревкой, об этом свидетельствует гайка где-то вот на этой стене, где-то вот над тобой. Да, я видел, да. Ну там вот гайка. Вон вижу, да. Вот. Это место неинтересное, потому что здесь, видишь, все задерживается. Все. Его не промывает, несмотря на то, что вот вода, стена в воде. То есть все здесь остается. И это не круто, как бы. По одной простой причине. Нет, уходит куда-то. Ну, не уходит. Вот оно, вот эта глина, это все оно есть. Вот вообще здесь. Вот щель. О, да. Вот там вообще. Там что-то как пирамида сделана. Вот это, кстати, не видел. Во! Вот это, походу, туда и приходит. Канал. Нет, смотри. Очень важный момент. Видишь трещину вот эту? Да. Это значит, что трещина основная идет вот сюда, а это гнилой отлив. То есть он трескается по кубу. Сейчас, так. Матерь Божья, а что там? Что, может туда подлезем? Вот, ты сейчас стоишь на мою точку? Вот прямо на этот камень. Загляни туда. Ну, вот тут видно, что это гравитационно. Вот сюда можно. И вот смотри, видишь, вот он не прямой, он там чуть-чуть заворачивается, как колбаса ты говорил, да? А здесь еще зигзаг, кстати, сразу вот за поворот. Да. Ну, то есть, как вот оно шло, так оно это. А вот это вот, смотри, это песок. То есть паводок здесь стоит четко по него и вот туда. Если оно здесь стоит, значит где-то же оно уходит с другой стороны. Ну, то есть просасывается. Вот оно, видишь. И поверь, если тут кто-то хотел что-то прокопать, копать здесь можно просто ножом реально. Да, это ножиком проковырял и пошел. Ну, знаешь, если... Как будто камень трется, то вверх поднимается, то вниз опускается. Какая? Ой, вот видишь? Ну хорошо, я подойду, посмотрю. Вот раз полоска, и он два. И он два. Что мы планировали увидеть, да, в этой пещере-шахте? Это ниши для рук, для ног, для того, чтобы спокойно выбираться на поверхность. Это то, что присутствует в Деренкове. Таких ниш мы не увидели, выступов, выемок, по которым люди могли спускаться или подниматься. Соответственно, раз таких не было выступов и ниш, значит, в эту шахту, пещеру люди не лазили. Раз они не лазили, значит, возможно, это был просто какой-то глухой вентиляционный канал, если он идет из подземного города. Спустившись на дно, мы не обнаружили дальнейших каких-то ходов вглубь, что говорит о том, что шахта, пещера закрывается. Поднявшись из пещеры, обсудив с товарищами, мы пришли к выводу, что это естественная пещера, которая образовалась с помощью гравитационных сдвигов. Такое бывает. Туф – это весьма мягкая порода, которая подвержена расслоению. Но она весьма интересна тем, что имеет параллельные стены и прямоугольные сечения, что практически не встречается в других естественных пещерах. Итак, по результатам спуска обнаружить явные признаки того, что пещера создана искусственно, не удалось. Более того, были выявлены некоторые неточности в тех данных, которые приводит космопоиск. Спелеологи не скрывали своего огорчения. И вот там показывает, есть фотография разреза прекрасная. Ребята, там только один такой разрез. Он четко под прямыми углами. От него щелей в разные стороны
тонна. Висит там все на соплях. Единственный след древних цивилизаций — это табличка «Осторожно, не копай кабель». Камни там держатся, черт пойми на чем. Это, по-моему, мягкий туф с кварцевым песком. Стены сами себя выдавливают, уже сужая все это дело. У нас оставалось немного времени, и мы решили спуститься еще в несколько вертикально расположенных пещер. Ну, проход есть? Что-то есть, сужается. Что-то есть. Идет под уклон. Вот под уклон же. Увидел? Ну да, он в кофе угостил. Ну, короче, что-то. Вот этот земляной. Идет, поворачивает налево. Довольно круто. Там узость такая, когда я уже не пролезу. Грунт заканчивается. Чуть попозже опять появляется. Однако признаков нахождения под ними каких-либо полостей, которые можно было бы принять за помещение подземного города, также обнаружить не удалось. Какие-то завалены, какие-то надо разгребать. Где-то необходимо убирать камни, чтобы пройти глубже. Но из-за ограничения временного фактора мы не смогли этого сделать. Наше внимание привлекли также лежащие на склонах гор странные камни в форме почти идеального шара. Они напоминают сферолиты острова Чам. Могло ли простое выветривание создать такие почти правильные формы? Или изначально руку к ним приложил человек? И уже под самый конец запланированного маршрута нами был обнаружен скелет человека. Здесь, в долине реки Баксан, в Эльбрусском ущелье, при строительстве грунтовой дороги срезали породы, и в срезе грунта были обнаружена масса скелетов человеческих. Вот один из них виден сейчас на склоне у поверхности. Эта неожиданная находка поразила нас. Нечасто мы, городские жители, так тесно сталкиваемся с историей. Причем с самой пронзительной ее стороной – человеческой смертью. Однако местные жители отнеслись к этой находке совершенно спокойно. Мы попытались разузнать, что это за останки, как их изучают. Местные жители говорят, что эти кости никому не нужны, и поэтому они их и не трогают. Никакой датировки. Дело в том, что эти скелеты, останки уже полностью оголившиеся, то есть там только кости, никаких других включений нет, ни одежды, ни утвари. Но по зубам врач-стоматолог спокойно определил, что возраст этого скелета был 50 лет, что вполне сопоставимо с возрастом нормального и здорового воина. Кем был этот мужчина? Когда он жил и что стало причиной его смерти? Может быть, голод и холод в неурожайный год? Может быть, острый клинок врага посреди жаркой сечи? А может быть, он стал жертвой разгула преступности в эпоху установления советской власти? Это мы постараемся выяснить в ходе нашей следующей экспедиции в Кабардино-Балкарию, которая, будем надеяться, состоится достаточно скоро. Ведь мы изучили лишь крохотную часть всего того, что таит в себе этот красивейший, загадочный край. Мы планируем вернуться в Кабардино-Балкарию для дальнейшего изучения мифов, легенд и исторического наследия, для исследования новых пещер, которые мы увидели, обнаружили, но не смогли все просмотреть. Если вы хотите принять участие в нашей следующей экспедиции, заходите на сайт достояниепланеты.ру в раздел «Ближайшие путешествия» и присылайте заявку. Но для того, чтобы спуститься в одну из пещер, вам необходимо пройти спелеологическое обучение и сдать экзамен. Спуск в пещеры – один из самых захватывающих видов отдыха, но он связан с повышенной опасностью. Впрочем, как показала наша экспедиция, без риска нет и подлинного удовольствия от исследований. Опасность – это единственное, что дает нам возможность проверить силу своего духа и поверить в себя. Как знать, может быть, спустившись в следующую пещеру, мы наконец обнаружим вход в подземный город.